Сегодня с меня хватит. 2002 год. Автор сценария Николас Казан, режиссер Майкл Эптед, в ролях Джей Ло, Джулиет Льюис, Билли Кэмпбелл, Тесса Аллен. Бюджет 38, сборы $51,8 миллионов. Сюжет. Девушка Слим работает официанткой в кафе. Будущий муж Митч с другом-копом используют схему «плохой и хороший парни», незнакомые друг с другом, для знакомства со Слим. Свадьба, рождение дочери Грейси, роскошный дом. Создается впечатление, что Слим достался счастливый билет. Но Слим стали терзать смутные сомнения по поводу верности мужа. И однажды она узнала имя любовницы, устроила скандал, и муж избил ее. При этом он сказал: все очень просто. Я приношу деньги, я устанавливаю правила. Мои правила. Слим: а если они мне не нравятся? Митч: не нравятся? В жизни не все может нравиться. За все хорошее надо платить. Такова семейная жизнь. Теперь мне не придется врать, что я иду на работу. Слим изливает душу подруги, консультируется в полицейском участке, выставляя жертвой подругу, и решается на побег с дочкой. В этом ей помогают друзья. Чтобы не подставлять друзей, она останавливается в отеле. Но тут выясняется, что все карты заблокированы. Как говорится, хочешь быть независимой? Ты прежде всего должна быть финансово независимой. Странно, что она не позаботилась об этом. Надо было немножко потерпеть, снять наличные, сделать заначку и только потом сбегать. Неужели она думала, что, сбежав против его воли, она будет иметь доступ к счетам, которые пополняет ее муж? Это же логично, кто платит, тот и музыку заказывает. После отеля, убегая от Митча, она приходит к бывшему парню, но люди Митча и там ее находят. Слим уезжает в другой город и приходит к родному отцу, просит денег. Он дает ей $12. Она срывает с шеи кулон как доказательство его отцовства со словами: «Если ты такой скупой, сдай его, он стоит дороже $12». Но потом, видимо, поняв, что Слим его дочь, он начинает ей помогать. Слим коротко стрижется, меняет фамилию, уезжает еще дальше, там ее навещает бывший парень, у них теплые отношения, но по поручению Митча друг-коп выслеживает их, и Митч опять нападает на Слим, пытаясь их вернуть. Слим в отчаянии обращается к адвокату, но он отказывается защищать ее. Выслушав ее, он ей говорит, что вы сами виноваты, что оказались в подобной ситуации, что надо было в 2 случаях снять побои и написать заявление в полицию. Вы этого не сделали, теперь у него развязаны руки. Слушание об опеке – это ловушка, чтобы выследить ваше местоположение и убить вас. Поняв тени утопающих, дело рук самих утопающих, она отправляет дочь с подругой и ее детьми в отпуск на месяц, сама начинает заниматься с тренером в спортзале. Наступает день Икс, она пробирается в дом Митча. На этот раз она подготовилась очень тщательно, учла все. Использовала устройства, отключающие все телефоны, перепрятала огнестрельное и холодное оружие, изучила обстановку в доме, используя электронную почту, обставила все так, как будто Митч пригласил ее, чтобы обсудить детали опекунства, сам напал на нее, и она, обороняясь, убила его. Все так и произошло. Она сама вызвала полицейских. В финале она встречает свою дочь, подругу с детьми. Хэппи-энд. Что я об этом обо всем думаю? К сожалению, подобные бытовые преступления случаются часто, с той лишь разницей, что среди погибших больше женщин, нежели мужчин. И, как правило, это случается в состоянии алкогольного опьянения. Когда в финале с ним обнимала свою дочь, я подумала о том, что она ответит дочери на вопрос, где папа. Справедливости ради надо сказать, что отец любил дочь, а дочь любила отца. Но, как сказал Митч, за все надо платить, только он имел в виду, что платить придется Слим, но никак не ему. При очередном выяснении отношений Митч сказал Слим: «Смирись или борись, выбирай». И ведь очень многие выбирают смирение, терпят, потому что зависимы, потому что дети, потому что любят и уверены, что любимы. Не на пустом же месте родилось выражение «бьет, значит любит». Только побои чаще приводят жертву на тот свет, нежели к счастливой старости. В начале фильма подруга советует Слим обратиться в полицию после рукоприкладства. Слим возмущена: «Неужели я упеку отца своего ребенка за решетку?» В финале она его просто убивает. Вот она, деградация семейных отношений. Можно было бы себя успокоить и сказать: да это ж кино. Можно было бы, если бы не полицейские сводки о преступлениях на бытовой почве. На сегодня все. Всем пока.